Планета наша разнообразна, удивительна, и не хватит целой жизни, чтобы осилить все маршруты для путешественника. Однако в мире не везде туристу зеленый свет. Несмотря на социальный статус или финансовое положение, в мире есть места, куда нельзя даже богатым, знаменитым и успешным. Эти места закрыты для посещения не просто так, на то есть серьезные причины. Подтверждением тому является эта подборка из любопытнейших, но очень недоступных мест. Всемирное семенохранилище – туннель-хранилище на острове Шпицберген в Норвегии, в который помещаются для безопасного хранения образцы семян основных сельскохозяйственных культур со всего мира. На высоте 130 метров над уровнем моря и вглубь горы на 120 метров каждая страна имеет собственный отсек, в котором собран основной посевной и посадочный материал. Этот банк оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами. Сохранность материалов обеспечивают холодильные установки, способные работать на местном угле, а также вечная мерзлота. Низкая температура минус 18 градусов Цельсия и ограниченный доступ кислорода обеспечат низкую метаболическую активность и замедлят старение семян. Хотя на планете есть и другие хранилища семян, сооружение на Шпицбергене самое защищенное и продуманное из них. Оно не пострадает от ядерной войны и удара астероида до глобального изменения климата. Семенохранилище является закрытой достопримечательностью, к которой невозможно получить доступ. Резервация Явари является зоной в джунглях Амазонки, где в изоляции живут туземные племена уже многие сотни лет. Зона настолько углублена в джунгли, что обнаружить их удалось только благодаря удачным снимкам спутника, на которых была видна некоторая активность людей. В Бразилии делами подобных племен занимается специальная правительственная организация «Национальный индейский фонд». В основном она старается оградить их от возможных посягательств на занимаемые земли со стороны браконьеров, миссионеров, фермеров, заготовителей леса и тех, кто выращивает наркотические растения. Для того, чтобы обеспечить безопасность этих племен, власти решили запретить свободный вход на территорию, площадь которой составляет более 77 тысяч квадратных километров. Северный Сентинельский остров. Вас не арестуют, если вы окажетесь на этом острове, но вы наверняка здесь погибнете. Аборигены отказываются идти на контакт, любопытных туристов встречают градом стрел, а особо настойчивых съедают. Северный Сентинельский остров является одним из самых красивых в Индийском океане, но никто не сможет туда попасть. Большинство таких островов покрыты непроходимыми лесами. Местные жители отвергают любые контакты с цивилизацией. Люди там настолько первобытные, что метают стрелы и огонь в пролетающие вертолеты. Индийское правительство уважает права местного населения и защищает их неприкосновенность, хотя бы потому, что контакты с туземцами могут быть опасными. Сюрцей – самый молодой остров планеты. Появился в результате извержения подводного вулкана, расположенного на глубине 130 метров. На протяжении 4 лет с февраля 1963 года произошло около 100 извержений, которые влияли на размер острова. Сейчас площадь Сюрцея около 1,5 квадратных километров. Доступ на остров открыт только ученым, которые наблюдают процесс появления жизни на голых камнях вулканической породы. Туристы могут увидеть Сюрцей во время экскурсионных полетов над островом. В теплых бразильских водах к югу от штата Сан-Паулу находится Змеиный остров. Это солнечное место могло бы стать замечательным курортом для экзотического отдыха, но является самым огромным на планете естественным серпентарием, единственными обитателями которого всегда были и будут змеи. Питаются они преимущественно перелетными птицами. На 1 квадратном метре в среднем обитает от 1 до 5 смертельно ядовитых змей. На острове в целях безопасности проплывающих судов установлен маяк, работающий в автоматическом режиме. С 1985 года Кеймада-Гранди взят под защиту государства и объявлен уникальным заповедником. Это единственный случай, когда змеи полностью вытеснили людей. В небольшом японском городе Исе на территории национального парка находится главная святыня Японии – Великий храм Исе, построенный в честь богини солнца Аматерасу
и в котором скрыто немало уникальных национальных сокровищ и императорских реликвий. Пройти на его территорию могут лишь жрецы храма и члены императорской семьи. Туристам можно любоваться на религиозную святыню только издалека. Выглядит главный храм страны скромно. Он построен из дерева и оформлен в соответствии с вековыми традициями. Каждые 20 лет храм полностью разрушают и отстраивают заново. Несмотря на свою недоступность, храм Иссы невероятно популярен у туристов. Пещера Ласкво во Франции – один из важнейших палеолитических памятников по количеству, качеству и сохранности первобытных наскальных изображений. Живописные и гравированные рисунки, которые находятся там, не имеют точной датировки. Они появились примерно в 18-15 тысячелетии до нашей эры. Пещера была случайно открыта 12 сентября 1940 года 4 подростками и вскоре была классифицирована как исторический памятник Франции. В 1948 году пещеру открыли для туристических посещений. 15 лет активных экскурсий нарушили хрупкий баланс, благодаря которому Ласкво сохранялось на протяжении тысячелетий и подвергли уникальное наскальное изображение опасности исчезновения. Поэтому в апреле 1963 года было принято решение запретить доступ в Ласкво для широкой публики. Спустя 20 лет в 200 метрах от настоящей пещеры было построено бетонное сооружение, внутри которого частично воспроизвели наскальное изображение Ласкво. Копия, названная Ласкво-2, была открыта для посещения 18 июля 1983 года. В октябре 1979 года Ласкво вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО в числе других доисторических стоянок и пещер с наскальной живописью в долине реки Ризер. Ниихау – один из островов Гавайского архипелага. В 1863 году король Гавайских островов Камехамех IV выставил его на продажу за $10 000, и Элизабет Синклер, проживавшая на соседнем острове, приобрела его. Нынешние наследники, семья Робинсон, пытаются сохранить гавайскую культуру. Первый и основной язык общения на острове – гавайский. Сегодня на Ниихау проживает около 250 коренных гавайцев, чей образ жизни не меняется в течение столетия. Там нет магазинов, ресторанов, мощенных дорог, машин и отелей. Люди перемещаются на велосипеде или пешком. Ниихау также известен как запретный остров. Доступ на него очень ограничен и только по приглашениям. Вы можете посетить остров, если живете там или член семьи Робинсон пригласил вас. Мы познакомили вас с некоторыми удивительными местами на нашей огромной планете. Если кто-то из вас знает о существовании подобных мест, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями в комментариях. Многим будет очень интересно ваше мнение. В следующем ролике вы узнаете еще о некоторых недоступных для многих уголках нашей планеты. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.